Так, приветствую вас во втором влоге по Калининграду. Как вы видите по обстановке, монтирую я его уже в Праге. Я не знала, как он сложится в конечном итоге, куда мы поедем, потому что я не хотела форсировать события, я не хотела ехать в какие-то места специально для блога, я хотела вам показать, как мы живем, когда нам что-то в голову взбрело, и мы куда-то поехали. Здесь будет несколько реферных точек, и про каждую из них я вам во влоге расскажу подробнее. То есть не будет большого обзора на всю Калининградскую область. Поверьте, я там скоро снова окажусь, и мы дополним нашу географию еще какими-то точками. Но то, что вы точно увидите сегодня, это обзор на трассу велосипедную от Зеленоградска до Пионерска. Она вообще до Светлогорска, но мы в конечном итоге доехали только до Пионерска. Вы увидите много про Балтийск, потому что мы там были несколько раз. Ой, что вы там еще увидите? Мне самой вспомните, я еще за монтаж не села. Какие-то детальки из жизни, заметности, приколы. Вот то, что мне чем захотелось с вами поделиться, это я в параллели сняла. Но в итоге вы увидите минимум 3 основных места, по которым у вас будет полный классный обзор, что можно вот после того, как вы меня посмотрели, сесть на машину и уехать. Главный плюс, что мы не ездили дальше, чем час от Калининграда, поэтому это смело влог для тех, кто хочет уехать недалеко. Так что отправляйтесь дальше. У нас приехал папа. И, разумеется, куда он пошел первым делом? Думаете, мыться, там, не знаю, полежать? Нет, он пошел к машине. Мама без папы, машиной пользуется редко, но не любит она без него. Мы с сестрой не водим, и они последний раз пользовались, когда меня встречали, потому что я приехала поздно вечером. А сейчас папа пытается завести машину, она не заводится. И мы, я, в смысле, папе помогу. Вот сейчас вот будем через провод пытаться заряжать машину. Вот он сейчас бежит вот в эту сторону, и я буду ему этот провод перекидывать. Вон, видите, машина орет, папа в нее что-то незнакомое мне вставляет. И сейчас, я думаю, мы ее подвезем и будем тянуть проводам. В итоге, я скинула папе провод, длины не хватило в нашем салоне, где мы ногти всеми девочками делаем. Сейчас будут дотягивать нам провод, чтобы машина не орала. Всем салоном нашли удлинители. В итоге уже у нас там была мама, и мы дотянулись до машины. Так, мы с вами приехали в Янтарный, не приехали, а папа привез, потому что без папы мы никуда далеко не ездим. Вот, ехать было что-то где-то минут 50, и сейчас мы с вами идем по парку. А дальше будет море. Зачем ехать куда-то, кроме Зеленоградска и Светлогорска? Потому что людей меньше элементарно, особенно в сезон. То есть там вы будете как в мультике «Ну, погоди». А тут и море не менее прекрасное, и людей кратно меньше. Мы прошли в парк, идем на море, и на море нет людей. Это самое приятное, что есть в этой части моря. Но мы здесь в среду. Людей нет еще и поэтому. Ну а также потому, что мы не на самом центральном пляже. Это и не самый дальний. Мы знаем места и подальше, где вообще нет людей. Но так как сезона еще условно нет, почти нет, мы перед майскими праздниками, можно позволить себе поехать не так далеко и не воткнуться в людей. Смотрите, мы с вами идем смотреть море через песок. Но это не просто песок, это дюны, которые сюда нагребают. Причем, они есть не только на Курской косе. Она большая, заметная, туристическая. На нее действительно классно съездить в хорошую погоду. В нехорошую там делать нечего, вас просто сдует. А так дюны есть не только там, если хочется посмотреть где-то, не то чтобы поближе, но в любую погоду почти. Здесь не так критична погода. И здесь еще есть такой длиннющий променад. Он идет там до каких-то местных озер. Я не помню, как они называются, но все очень красиво. И получается, вот тут вы тоже то, что видите, это не просто песок, это дюны. А это мои. Сели смотреть на море. Смотрите, на море сели смотреть. Видите, люди идут попами кверху, останавливаются. Они ловят янтарь. Видимо, был прилив, и приплыло много янтаря из моря. Мы много раз его отлавливали, я вам покажу наши запасы. Если сейчас ближе подойдем, я вам тоже покажу. Но в целом имейте в виду, что вам может вот так вот повести. И вы можете
Не просто прогуляться по морю, но еще и уехать с сувениром. Смотрите, у нас с вами море кончилось, дюна началась, и дорожка продолжается уже не по морю, а по озеру. Или по речке, фиг его знает, в общем. Но если вдруг вы дошли, я бы на вашем месте не разворачивалась, потому что здесь сейчас тоже будет очень красиво. Смотрите, здесь какая дорожка, какая уточка. А вот зоны, в которых вы можете прийти со своей едой, там, напитками и тусить. Вон люди днюху пришли отмечать шариками. Смотрите, как забавно. Смотрите, как сидят утки. Ой, как им хорошо. Ты страшный. Не спугивайся, не спугивайся. Ну ладно. Спугнешь, иди попробуй. Ты видела ли я так близко уток? Ну ладно, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Жопка к тебя повернулась. Прикольно, красивые такие. Да. Где за кудряшки? Давай смотреть. А, вижу, вижу, вижу. Какие куды? На попе у утки. Да, я нашла нам. Папа-кудри. Я уже хотела остановиться вам снимать, но тут баклан сушит крылья. Прикольно, сегодня прямо эти баллоны. Вообще, да, какой-то птичий день. Это я вам еще аистов подсниму. Да вообще, в мире животных, а не блог. Смотрите, у нас лебедь в гнезде спит. В этом же районе находятся вот эти вот распиаренные чаны. Цена качеству не соответствует. Мы знаем места получше, но в целом, чтобы вы понимали, насколько живописное место мы вам тут показываем. И что, куда еще можно сходить. Когда я вам говорю про классные решения в бизнесе, я говорю про какие-то вот такие штуки. Мы просто шли по улице. Блин, забрать, перевести, и звезда любого европейского рынка. А мы в маленьком городочке. Вот. И про матчу у них есть, и про капучино у них есть. Мы, короче, походили, посмеялись. Я вам не буду врать, что это самое непопулярное место. Туристов тут тоже навалом. Но сильно меньше, чем в Зелике и в Светлогорске. Делюсь с вами нашим семейным развлечением. У нас всегда в машине лежит секатор, чтобы мама охотилась на цветочки. Летом мы кучу всего собираем. Всегда у нас какой-нибудь букетик, когда что-то новое поцветет. И вот это первая вылазка. Смотрите, как она ему мела. И будет у нас стоять. Мы поэтому цветы почти не покупаем. Потому что ей интересно охотиться на цветы, да? Мы каждый раз это снимаем. Я вам даже, наверное, какие-нибудь кадры вставлю с прошлых ее вылазок. Или ты подкинешь? Ну, довольно? Ну, не то чтобы сильно, они уже осыпаются. Пока доведем, рассыпятся, да? Ну вот к тому надо дереву. Вот Ползать. сейчас Я, поедем к конечно, тому дереву. Так, мы с вами оказались в новом городе. Это Гурьевск. Это город, который, на мой взгляд, несправедливо обделен вниманием во всяких туристических путеводителях, потому что это город буквально... Вот у нас от дома сюда ехать 20 минут. И при этом здесь есть вечером можно прийти. Ну, туда можно и днем прийти, но вечером там сильно красивее. Это парк света, причем такой, на мой взгляд, методологически очень грамотный. Плюс ко всему, он, ну, просто приятный, красивый, прикольный. Разумеется, мы в нем уже были. И вот мы впервые здесь днем. Мы приехали сюда, чтобы забрать крепление. Куда мы у меня ушли? Пока с вами шла, они у меня в другую сторону пошли. Крепление для велосипедов на машину. Потому что нам из города, откуда мы родом, доставили велосипеды. И чтобы их довести до места, где мы будем кататься по набережной, оттуда я постараюсь вам взять кусочки, если это чудо случится, нужно закрепить их на машину. Вот. Сейчас мне лень переключать камеру, но вот смотрите, как они к Пасхе все миленько. К Пасхе миленько оформили. У нас с вами экскурсия по церкви. Разумеется, снимать нельзя, но мы снимем. Короче, здесь все время какие-то необычные иконы, которых мы до этого не видели. И люстра обалденная. В общем, если видите любую открытую церковь, заходите в церковь. Я вам сейчас что прикольного покажу, если меня не прибьют по дороге. Вот, смотрите, какая. Какая у нас была цель? У нас была цель. Найти кафешку и выпить кофе. Вот вы сейчас разделитесь на два лагеря, как и мы всей семьей. Потому что я у нас кофе не пью,
Да. Таких людей не должно существовать У нас в есть мире. лицо капучино. Минус Амбассадор капучино на всей планете Земля. И мы сейчас ищем капучино, потому что шанс отыскать мне матчу, считай, нулевой. А вот в итоге мы нашли, тут у меня хоть полный рост, видите, вот такую милейшую кафешечку с хорошим рейтингом. Прямо вот за углом, видимо, пустые места, чтобы не пугать людей. А так, и детская комната есть. И по комментариям делают настоящий кофе. Что, делают настоящий кофе? Да, очень вкусный кофе. В комментариях тоже так писали. Написать им хороший комментарий? Да, не правильно. Честно говоря, мы всегда думали, что парк Света и парк сенситивного развития это одно и то же. А сейчас пошли прогуляться и видим, что это два разных парка. Вот сейчас пойдем посмотрим, что там. Вот я нашла себе бодягу. Вечная проблема в таких походах и в поездках. Ну, в Чехии так точно, что пить. Кофе я не пью. Воду, ну, всегда есть вода. А если хочется чего-нибудь эдакого, то это какая-нибудь газировка, которую, ну, я просто не пью. И Россия для меня потрясающе решает эту проблему. У них есть чаи. Я вам даже вставлю картинку, потому что это очень сложно объяснить. У них есть чаи, как в эскимо. Замороженные травы, ягоды, вот это все. Это дико вкусно. И при этом, ну, я не то чтобы там сторонник того, чтобы это было полезно, просто вот это вот все, что не полезно, мне уже очень давно не вкусно. Поэтому сейчас у меня там в чашке облепиховый чай с розмарином. Офигенно? Офигенно. И не пакетик этот несчастный, который кинули 3 раза, он уже сдох, и ты пьешь и делаешь вид, что получаешь удовольствие. Вот. А касаемо парка, сейчас покажу. Смотрите, тут много всяких станций. Вон переговорное устройство на разные органы чувств. Как переговаривают, сейчас, видимо, мои разберутся. Пока они разобрались с этой нюхательной штукой. Мы там с вами стояли. Что там написано? Написано. Орган ароматов. А, это да, надо нюхать. Что пахнет? Ладаном. Так, Ага, вот Анют, вот у меня вот с этой стороны дырка, с моей. мы понюхали, это и так пахнет. Тут то же самое. Тоже ладно. Ну, они, видимо, не пополнили. И опять с моей стороны дырка. Никакой фантазии. И вот тут вот весь парк в таких вот разных станциях, где можно позалипать. Вон там сейчас ребенок что-то залипает, смотрите. Вот, сейчас вот, да. Но парк Света более эффектный из того, что сейчас на первый взгляд видится. Поэтому, если вы в первый раз в Гурьевске и хочется куда-то, ну, где точно получите удовольствие, это скорее парк Света, чем вот этот вот парк со сложно выговариваемым названием. Мы с вами, короче, приехали в ПЭК за великами, которые у нас приехали из Челнов. И я вам сейчас, знаете, что покажу? Не велики. Простите, извините, но тут даже просто в автомате, буквально на заправке, есть капучино на фисташковом молоке. На альтернативном молоке не везде всего отыщешь. А тут... Так, вот привезли велики. Сколько это добро нам вышло? 26 тысяч. Привезти велики из Челнов сюда. Вон, смотрите, как это выглядит. Ага, да, все, той стороны взял. Грузим велосипеды. Сегодня у нас с вами сестринское субботнее утро каким-то чудом сложилось. Мы смотрим свежевышедший калининградский влог. И она готовит мне омлет. Вы посмотрите, она готовит мне омлет, показывает. Как ты готовишь омлет? Да с тобой никакой омлет не приготовишь, половину всего не ешь. Так ты тоже половину всего не ешь. Я не ем яйца. А я лук. Ну и помидоры теплые я не люблю. Мы их нарежем в салат. Вон, смотрите, взрослый человек готовит мне яичницу. Где взрослый человек? Вот взрослый человек. Я тогда сейчас брошу тебе ссылку, смотрите, подписывайтесь. Там девчонкам передай там, Наташе там. Если ваша семья так не делает, нахрена вообще семья? Сегодня мы должны были ехать исключительно на море, но недалеко от нас будет какой-то большой день пожарника, ради которого перекрыли все. И мы вон всем семейством едем на трамвае. Папа у нас на трамвае ни разу не катался, и я вам трамвай не показывала. Поэтому это будет аттракцион. Тут лучше, чем по Яндексу, вот по такой приложухе ездить. Хотя, мне кажется, она сложная и непонятная, но они как-то в ней разбираются.
Я целую вечность пыталась вам отловить этот красивый кадр с старыми трамвайчиками на фоне зелени. И вот он, сейчас он поедет. Надеюсь. Это какая экскурсия на трамвае. Папа 10 лет в трамваях не ездил. Для него тут все новое. Вот куда мы с вами ехали. Выходим. Так, мы с вами дошли. Народу полно. Техники полно. Детям дали возможность побибикать. А мы пошли смотреть на квадрики, потому что мы их любим. Но больше мы любим зверей. Ну нет, хотя между собаками и квадриками я-то все-таки за квадрики. Потому что моя любимая порода собаки — кошка. Мы дошли до старой техники, у нас даже папа не знает, кто есть кто. Потому что это какая-то совсем незнакомая старая техника. Куда дальше идем? Трамвай. В трамвай обратно? Сказали, что есть мотоциклы. И вон есть Урал. Мы вошли во вторую зону. Мы уже не на первом празднике, который организуется там сверху. Всегда есть проверки. Какой бы праздник ни был, всегда стоят эти металлоискатели. Я та коза, которая всегда свое видит. Смотрите, какая гениальная образовательная механика. Что вы видите? Пожарный извещатель. Дети хоть знают, что это, когда они это увидят на улице. Не на улице, ну вы поняли. О, каких мы тут с вами увидели. В Европе больше классных образовательных механик на всяких таких выставках. Но и здесь я вам скажу, что я не разочарована. Мы такими темпами с вами из города не выедем, но я вас хочу познакомить с нашим котом. Ну, в смысле, он не наш личный, а наш уличный. Этого кота зовут Wildberries, потому что он тусит у Wildberries. Это этот же кот, я сейчас боюсь перепутать. Он тусит вот здесь в салоне. У него есть своя кормилка-поилка. Его боятся запереть на выходные. В общем, у кота просто царская жизнь. Когда салон открывается, он уже знает, когда он сидит вот на вот этой вот коробке. А сейчас мы с вами идем в магазин, я не знаю, покажу ли я вам что-нибудь прикольное или просто в магазин схожу. Ну да, мне есть что вам показать. Я никогда не видела, чтобы яйца продавались в пакете. Не вот в этой штуке, которая как кассета для яиц, а в пакете. Мы же жили не только в Калининграде, поэтому то, что нам всегда бросается в глаза, огромное разнообразие хлеба. То есть вот я всегда беру потемнее, но вы вот вообще без проблем отыщете своего питомца-любимца. И это фирма местная. По российским всяким колбасам берем все, что с военными названиями, как бы жутко это не звучало, но это ближе к тому, что производство местное, если не хотите копаться в упаковках. Так как Калининград — это анклав, и сюда не так много чего привозят, ну, если привозят, ну, разумеется, в цене выше, но у них своих производств очень много. И поэтому мы здесь всегда стараемся брать свое, причем свое тут очень вкусное. Самое вкусное, наверное, ну вот сыр и колбасы, это относительно понятно, но очевидно и неочевидно — это рыба. То есть я просто обожаю селедку, но местная селедка — это отдельный вид удовольствия. Мы вот не в Спаре ее берем обычно, а в Виктории. Я наконец-то поняла, какой вкус у селедки без соли лишней. Так что имейте в виду, что гастрономические изыски вас ждут не только в ресторанах, хотя там тоже есть что, но и просто в супермаркете под домом. И это правило действует не только на европейские магазины. Зайчики не спят? Что-то я перестала мучить, я только пришла. Вот видишь, тут один хвост от Минги. Зайка. Папа уже помылся, готов одной ногой на велике, все. Я уже была в магазине. За хлебом. Яйцами, в ларьке. В ларьке яйца купила? Да, там было 2 пуделя. Попками так вяк виляли, как Минга сейчас. Я вас гоняла по городу, потому что мы уснули вчера в 3 часа дня. Анюта, ты же дашь этот кусок, где я спала? Конечно. Мы вам ставим на монтаже. И вот сегодня мы наконец-то едем на велопрогулку. Расскажи про велопрогулку. Сколько это все уже длится? Где-то
5 дней мы про нее говорим. Вчера был назначен день велопрогулки, но кто-то хотел спать. Все. Мы все в 3 часа пришли полежать на 5 минуточек и залипли в 4 свадьбы. А папа тоже уснул в другой комнате. Ну, поэтому мы пытаемся это сделать Сегодня. Так, ну что, капюшон, конечно, пока зря дело. Мы с вами приехали, ехать было 40 минут. Мы ехали до дома, в котором мы сняли кладовку для того, чтобы в ней класть велосипеды. В чем прикол? В том, чтобы не возить их постоянно на крыше, потому что это снимать, спускать. И вообще папе не нравится эта штука, которая возит велосипеды. Мы решили снять кладовку в Зелике рядом с велодорожкой и с нее уже кататься. Сейчас я вам все покажу. Вот мы готовые на вылазку. Кладем в кладовку то, что надо положить. Вон. И берем бутылку воды. Вот такая у этого дома придомовая территория. При том, что сейчас, видите, это самый променад. Удивительно, что здесь дома не под аренду, а такие прям полноценно жилые. Как тебе? Очень прикольно. Пошли дальше. И вот в итоге как выглядит складик. Вот сейчас мы отсюда возьмем велики. Поедем. Просто так мы не выедем. Велики надо настроить. И нам очень помогает мама. Как ты помогаешь с великом? Ну, а самый так главный плюс этой кладовки, который, учитывая этот плюс, я бы просто жила, это мгновенный выход на море. Вот смотрите, что они все выползут на море. Смотрите. Ну что, все довольны видом на море? Вот. Вон, смотрите, какая группа активистов. А мы не поняли, куда дальше, там пески. Песок какое-то время, а потом дальше дорожка. Понятно. Смотрите, песок, по которому мы идем, это не строительный или не пляжный, это дюны. И по ним вообще очень опасно передвигаться в целом. На велосипедах-то и подавно. Ой, вот сейчас с вами его еле дотащим. Потому что дюны имеют свойство расползаться. То есть в чем прикол дюн? Что там под землей все тот же песок. То есть почва никак не укреплена. И поэтому по ней нужно ходить очень аккуратно. Желательно вообще не ходить, конечно. Смотрите, трасса длиннющая. 27 километров, если я не ошибаюсь. Широкая довольно. И очень активная. Смотрите, сколько людей. Это я вам еще мало снимаю. Вон, есть зоны для отдыха, их довольно много. И можно тихо смотреть на море. Приехали тихо смотреть на море? Конечно. Вы просто посмотрите, мы ехали реально около получаса. 7 дней, 20 минут. Людей вообще нет. Вон камушки с моря вынесло. Мои в восторге. Ну, и я. Просто посмотрите, как красиво. Какой красивый мостик. Сейчас все красиво поедут по мостику. Мы же тут не останавливались в прошлый раз. И проехали. Такой... Анюша, как твоя коленка? Моя коленка хорошо в этот раз. Я вот как раз не забыла надеть на колени. А расскажи, что у тебя с коленкой? Ну, кто бы знал, что у меня с коленкой? Я не знаю, мне никто не может поставить диагноз. Когда ты Какой-то упала разрыв у нас? связок, что-то типа такого. Она у нас занималась на тренировке на какой-то из. И у нее что-то случилось с коленкой. Сколько? 5 лет назад? Да, юбилей в этом году 5. Могу отмечать. Купишь мне тортик? По какому-нибудь более приятному поводу. Мы исходили уже всех врачей. Единственное, что ей помогает, это что, Анют? Это папин наколенник. Но он правда мне помогает. Я без него вообще не могу ходить. Я в нем 24/7. Но мы сейчас на велике бы и не поехали, Ну, если да. бы не на коленник, потому что на коленку нагрузка большая. Покажи, что это? Он там далеко. Он же прям на коленке. Вот. 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 Из чего он? Из чего? Из шерсти. Из чьей шерсти? Мериноса. Мериноса? Шерсти мериноса. И что он делает, что он тебе так помогает? Ну, он держит.
Вот. Греет, да. Ты чувствуешь, там тебе тепло и коленка зафиксирована, да? Если у кого такая проблема есть, я ссылочку прикреплю и в описании дам, потому что штука рабочая. Тут на маршруте куча всего. Ну, такого прикольного, за что глаз цепляется. Например, вот такая вот установка. Там, где по дюну можно ходить, есть дорожки. И видите, их тоже засыпает песком. Велосипедные также, просто я не могу на скорости активности движения вам это снять. Из того, что там все жопами кверху, видимо, добывают янтарь. И из того, что я вижу вот эти палки, я понимаю, что мы почти вернулись обратно. Так, мы с вами снова на велопрогулке, несмотря на витрину. И тут на берег вынесли. Вот, янтарь. Давай, что у нас там есть? Вот. Если я вам могу показать, видите? Когда приносят водоросли вот такие, в них чаще всего живет янтарь. Сейчас мы вам... Вот, видите? Нет, вот это янтарь. Бывают кусочки покрупнее, но, видимо, из-за ветра или еще за чего-то. Мы их пока не находим, но вот янтарь. Вот, да. Мама нашла камушки. Нет, крупняк на месте. Крупняк на месте. Поэтому, если вам повезет, и вы попадете на вот такую штуку, то вы можете сэкономить, ну, довольно дофига на том, чтобы привозить вот эти вот маленькие бутылочки с янтарем. В аэропорту я смотрела, они стоят рублей 500. Я этой штукой пользуюсь, беру с собой косточку, покупаю маленькие баночки, и на конференциях, когда бываю или на нетворкингах, то, видимо, не подарочно продаю эти маленькие бутылочки. Я вам еще не сняла по поводу инфраструктуры. Ну, то есть вот дорожка, и есть кафешки. Но кафешки, из того, что мы поняли, ну да, из того, что видно, они работают только по выходным. Ну, на выходных действительно большой трафик. И то, что вот мне не очень понравилось, что нету туалетов на трассе, но кафешек несколько, там воду, мороженое, что-нибудь такое взять. Все есть. Дохлые там. Мы снова сегодня на великах, но мы доехали чуть дальше. Видите, какой пейзаж. У нас сзади березки, а тут море. И мы опять нашли чутка янтаря. Нашла, Анют, что-то? И кроме янтаря на берег вынесла камбалу. Я никогда не видела ее не в готовом виде. Смотри ее глаза, смотри. Бедная. Так, я создаю тень камбале. Бедная рыбка. Может, она не дохлая? Может, она не дохлая? Колоды обманываешь. Подожди, ну что, ну может быть тебя выкинуть на берег? Ну нет, она вообще не шевелит. Ну-ка, что мы у нее нашли? У нее глаза с одной стороны как будто съехали. Расскажи легенду про камбалу. Какую? Мы читали про камбалу, что почему она стала камбалой. Она была очень любопытная, и, ну это была обычная рыба, ее придавило сундуком. И поэтому она камбала стала плоской. Еще у нас есть гипотеза, что да, та лежит пузом, а это верхушкой. Я ее только готовую видела. Ну нет, камбала же еще лежит в этих, в зелике, пачками. Я вам скину фотку. Но так близко мы еще не видели. Если вы думаете, что мы тепло одеты, то вон люди вообще босиком ходят по песочку. Несмотря на то, что сейчас, ну, где-то градусов, 15, наверное, есть. То здесь к морю все относятся так. Есть солнышко, значит, выходим. И босиком уже не первые люди ходят. Вот, такое дело. У нас тут по пути на велодорожке яблоневое дерево. Мама попросила вам его снять. Мама, почему мы снимаем это дерево? Потому что оно красивое. Вот.
Еще важно сказать, перед тем, как мы пойдем в другую тему, касаемо техники безопасности на велодорожке, которую вы видели. Это полноценная велосипедная трасса. То есть там есть левая полоса, там есть правая полоса. История, где вы едете в параллель друг к другу, разговариваете о жизни, смотрите в небеса, не для этой трассы. Вас просто собьют нафиг. Потому что напротив может ехать электросамокат, напротив может ехать более быстрый велосипед, может ехать электрический велосипед, может ехать вообще что угодно. Вот эти на моноколесе могут ехать, которые тупо не успеют сбавить скорости, и вас нет. Это прям полноценная проезжая часть. Кроме того, на этой дорожке очень извилистые повороты. То есть вот она вот прям вот такая вся изогнутая, и человек вас просто на повороте может не увидеть. То есть вы можете ехать в своем темпе, но по своей полосе, разговаривать, пить кофе, смотреть по сторонам. Можно вот в этих вот на этих островках, которые я вам показывала, их довольно много, они довольно часто расположены. Если вы, допустим, как я, не настроены ехать до Победного, а хотите вот это вот смотреть по сторонам и держаться за ручки, это не та велотрасса. Вас просто собьют нафиг и все. Поэтому перед тем, как собираться туда ехать, хорошенько подумайте, с какой целью вы туда едете и готовы ли вы к этим правилам. Так, ну что, мы всей бандой накатались и пошли тут рядышком с домом на фестиваль. Здесь фестиваль рыбки. Здесь, как всегда, полно всего. Сейчас я вам что-то прикольное покажу. Вы знаете, зачем я охочусь. Я охочусь за моим сморебродом. Возможно, не с селедкой, но смореброд я хочу. Я вам этот раз пряники поближе покажу. Вы просто посмотрите. Это произведение искусства, а не пряники. Я рыбный фанат, поэтому я просто писаюсь кипятком от всего, что я вижу. Мне не важно, какой день. Селедки, рыбы, я в захвате. И мы снова их нашли. Мы снова их нашли. Я в этот раз взяла чуть другую штуку. Посмотрим, что это будет. А еще нам дали чаечек в подарок за мою красивую улыбку. Так что попробуйте чаечек. Такой Дашиного формата. Ты сказала, что ты... Что, я ничего не сказала. Трубочку никто не взял. Трубочку, возьми трубочку, да. Всякая тут есть. Да, еды-то полно. Это моя селедка. Там сейчас будет не селедка, но будет очень вкусно. Снова оно. Смотрите, какой он красивый. Я еще не пробовала, но я уже влюбилась после селедки. Я готова им отдать душу. Идем на дегустацию. Ну, поехали. Ну скажи что-нибудь. Сейчас я соберу свои слова в букву. Это дико вкусно. Там очень морской такой йодистый даже немножко вкус. Все это в миксе опять с соусами, которые они супер грамотно делают. И ты как будто бы ешь море. Я не знаю, как это объяснить. У тебя там лимон с соусом, и там еще внизу соус. И все это с овощами, ты реально как будто бы ешь море. Я не знаю, как. Я не Макс Брандт, который слова в буквы на этот счет сможет собрать. Но берите. У меня не получилось объяснить. Я вам сейчас дам Анечку. Может, у нее получится. Ну вот как ты это назовешь? Ну, рыбная определенно. Не знаю, как сказать. Ну вот. Я целую вечность вам пыталась снять этих калининградцев с их собаками. И вот, моя жертва, да, где-то вы их видите. Смотрите, какие штуковины делают. Прямо в печке. Красота. Еще одна моя любимая штука, от которой я вон наш чек-на-реброд никогда не отказываюсь, это вот эти вот глинтвейны в чанах. У нас они все время какой-то фигне продаются, а тут ты прямо видишь, что у тебя внутри. И оно внутри все очень сочное. Мы когда на Новый год были на Канто, я себе брала глинтвейн безалкогольный с гранатом. И я, по-моему, его еще пару раз брала, потому что это вот как бутерброд с селедкой было дико вкусно. А еще мне очень нравится, что очень много лавочек с кухней разных регионов России. И это сейчас на фестивалях просто норма. Мы ели перепечи, я вам не сняла, это было вкусно. А тут какой-то сочень. Я даже не знаю, кто это. Вот. Скажите мне, когда я устану поражаться нашей смекалке. Наверное, никогда. Но это очень красиво.
если поедем. Так сладко. Блин, он уже на нас смотрит. Где-то я его не вижу, он смотрит. Вот он. Перчаточка, собрался. Ты ж боже мой. Сейчас мы с тобой также будем тупить. Есть свою гонконгскую вафлю с сырной креветкой. Сытная, знаешь, что она сытная? Сытная, точно не есть сыр? А если в ней авокадо? Вопрос. У нас с вами опять рубрика как из деревни сбежала. Смотрите. Вот это вот все. Так, ну это не так интересно. А вот. Было бы такое в Чехии, я бы вот так вот бы ела. Смотрите, замариновано, заморожено. Все лежит. Вот, допустим, кусок куры стоит 188 рублей. Что, на одну на себя пожарила и счастлива. Причем вы всмотритесь, и маринады интересные, и цены адекватные, и вообще. В общем, это нам надо. Это у нас уже с вами новый день, и я наконец-то добыла вам аистов и их гнездо. Мне кажется, это очень красиво. Я такое видела только на картинках. Поэтому я хотела показать это вам. Так, мы снова в Янтарном. Мы сюда приехали на фестиваль летающих змеев, нашли по объявлению. Ну, что вообще делать? В городе выходной. И как бы вот, мы ожидали, что небо будет усыпано змеями. Нам вот это нравится, а все остальное, ну как бы вот, людей больше, чем змеев. Змеев как бы меньше, чем людей. Ну-ка. Что вам по фестивалю? Хватает ли вам змеев? Хватает ли вам людей? Людей хватает, змеев не хватает. Мам, зря приехали, нету змеев. Почему зря приехали? Красиво же. Смотри, какой-то белый. Вот этот белый. Белый, да, нам всем нравится. Смотрите, кто спит. Котенок спит на машине. На машине спит котенок. Типичная калининградская ситуация. Где голова, где жопа? Непонятно. Ой, всем привет. Я, честно говоря, думала закрывать влог, ну, в смысле, заканчивать снимать на него материал, потому что мы в эту поездку, видите, я уже красненькая, еще расскажу вам почему. Мы в эту поездку в основном катались на велосипеде, примерно по одному маршруту, мы очень много про него узнали, мы очень сильно к нему готовились, и поэтому я думала сделать так. Но сейчас я вытянула сестру на музыкальное лото. Мне захотелось, после того, как мы это пробовали в Праге, у нас это делают потрясающе, это прям вот выходишь и жить хочется. Но вы видите, что я улыбаюсь, значит, я здесь на подобном мероприятии, и тут все так же прекрасно. Здесь немножко свой вайб, здесь немножко своя аудитория, немножко свой стиль, но мой внутренний методолог в восторге, потому что мы сначала в самом конце, вот я за час писала, типа, ребят, вы нас возьмете, нас вставили во все слайды, нам нашли место, нам подобрали песню. По самой концепции мне тоже очень нравится пока что, потому что я не чувствую себя идиотом, но при этом мы что-то угадываем. У меня сестра, у нас разница 9 лет, она в восторге. Она говорит, мы возьмем с собой бланк и будем учить песни, потому что то, что я слышала, я хочу слушать дома. Короче, я сейчас уже буду заходить внутрь, я вам подсниму кадров, покажу весь вайб. Возможно, это будет закадровый голос, который вы слышите, я еще не решила. Но, в общем, будете в Калининграде, будете думать, куда сходить вечером. У них, кстати, очень большой плюс. Это не в 9 вечера, и не в 8, и не в 10, когда мы обычно спим. Мы поэтому тут в клуб еле вышли, и вышли не очень удачно. Это начинается в 6 вечера, поэтому, смотрите, вот у меня за окном еще светло. Вот. Поэтому сейчас я вам подсниму кадры и все покажу. Ну чё, хвастаешься? Да, я говорю, что мне очень сильно нравится, что сначала постричь полный, автомат. Вот смотрите, мы мамба у нас вот отжали бланки, вот этот мы несем с собой. Ты не влезаешь. Обращаю внимание, ближайшие игры, весь наш май мы играем музыкальный, у нас весь май музыкальный, особо на караоке игре мы вообще всю игру так поем, она придумана так, чтобы петь на экране, там даже текст, который как раз как в караоке можно читать и петь. Угадай мелодию. Короче, у нас опять случился этот раунд, в котором мы не разбираемся. Мы выиграли шансон. У нас лучшие данные по шансону. Сейчас какое-то техно. Позорьте, это рэп. Позорь меня
Не помню. Может быть. Да блин, там же знакомый. Так, у нас с вами новый день, и сегодня мы едем, по-моему, в Балтийск на фоне козочек. А за козочками у нас будет указатель на то, что это не просто козочки, а из них еще делают мясо. Жутко, но факт. А на дворе у нас 9 мая, поэтому мы видим с вами машины, которые уезжают с парада. Привет! Угадайте, где мы? Буквально по одному кадру. Нам кажется, что мы где-то в Новой Зеландии по характеру пейзажей. Но на самом деле мы за двором май. 9, если быть точнее. И нам ни разу не холодно. Мы в Балтийске. Вон море, боже мой, где я иду. Почему я иду? И мы оставили машину и пошли добраться к морю через парк. Я вам парк не сняла, сейчас попозже сниму, если мы через него вернемся. Но тут я поняла, что вам надо снимать влог, потому что это как-то невероятно красиво. Какие-то инопланетные пейзажи. Мы сами не поняли, куда мы выбрались сначала. Ну вот, получается, памятник, который исторический. Ну, в смысле, что вот там вот все обычно бродят. Так, фокус вернись. Но и тут у нас с вами людей прям нормально. Я вам сейчас еще ту сторону покажу, и вы поймете, что люди-то, ну мы не в какое-то в терра инкогнито попали. Нормальное место с нормальным количеством людей. Просто мы вышли немножко с непривычного угла. Вот. В глаз попало. Как, подожди, в глаз попало. Надо очки носить. У меня протекция. У меня есть уля. Это интереснее, чем Даша уля. Расскажи им про своих улиток. Они же еще не знают. Пока пусть это солнце входит. Ну ладно. Когда от моря чутка подходишь, начинаются какие-то сиреневые гущи. Так, не писаешь? Все цветет, растет и пахнет. Густо-густо. Мама у нас уже сорвала себе букетик. Даже без секатора. Сами обалдели. Вот мы вышли из леса через волнорезы. И тут есть какой-то роскошнейший просто парк. Какие-то огромные деревья, широкие дорожки. Ну, прям такой разгуляться. Сейчас мы вглубь в него еще. А, нет, я вам просто зум сделаю. Смотрите, какой он красивый. Сейчас мы вглубь зайдем, я вам немножко с другого ракурса его покажу. И постараюсь уменьшить камеры, я пытаюсь. Смотрите, какие лавочки крупные. Я вам нет хочу показать эту панораму роскошную. А вообще, здесь какая-то речушка. Причем мы туда шли, видели 2 уточек. И вот с одной стороны речушка выглядит вот так, а с другой вот так. И почему так произошло? Я вообще без понятия. Ну, вот смотрите, какие дружные они у меня идут по парку. Постою. Идут по парку дружные. И кроме нас вот еще есть люди, видите? Мы не одни тут в дождь гуляем. Вот куда я с вами хотела выйти. Это вот какая-то центральная штука в этом парке. Вечером должно быть очень красиво. Потому что, видите, сейчас я дойду до центрального. А, нет, в центре тут пуговка. Но здесь по всему периметру светодиоды. И то есть явно это вечером как-то красиво светится. О, человек. Ой, еще человек. Боже мой, как жутко. Много людей. Я вам снимаю эти кадры в том числе для того, чтобы разрушить стереотип, что когда мы выезжаем куда-то в регионы, за главный город, как будто бы все там в трухе, и вообще это людям не показывают. Но посмотрите, какая роскошнейшая инфраструктура, какие красивые объекты в не самой популярной точке. И мы с вами в новом дне, с новой поездкой. Тут я решила посмотреть, где мы вообще еще все не были, и поехать в сторону польской границы. Поедем по речке, да?
я, наверное, еще раз скажу, что я не думала снимать этот кусок. Но мы сегодня поехали не на великах кататься, а я ткнула точку в карте, и оказалось, что это местные озера. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, где вообще можно отдыхать в Калининграде, если вдруг ты устал от моря. То, что мы сейчас с вами видим, это местный такой мини-курорт. Голубые озера очень популярны летом, и сейчас вы тоже видите, там довольно много людей. Если вы хотите там пожарить шашлычок, просто выехать на природу, ну куда-то вот в чуть другую локацию, то то, что вы видите, самое оно. Точку, разумеется, я кину в телеграм-канале, чтобы вы смогли приехать. У нас просто камень. Черепаха. Дальше нет дороги, товарищ. Это как в русских сказках, когда дороги нет. Думаешь, уже буквально по пути домой мы с вами нашли форт. Это форт номер 8. Видимо, он не сильно восстановленный, потому что вообще указателей не было. Я тупо его по карте случайно обнаружила. Он, видимо, сильно вообще не туристический. Лучше ходить в восстановленные. Ну, просто чтобы понимать, что такое форт. Но нам-то прикольно уже такое, потому что восстановленных мы насмотрелись. Даже не восстановленные, которые целые, а просто до этих фортов не дошли, поэтому они более целые. А тут явно кто-то был. Учитывая, что я сейчас снимаю своих, но там относительно людно, относительно пустого форта без указателей. О, Silent Hill. Пока я хожу по форту, давайте я вам коротенько расскажу, что вообще такое форты, чтобы вы тоже были в контексте. Если коротко, то это оборонительное сооружение. Вам вот здесь вот картиночку вставлю. Вот так я в какую-то темноту ушла. Которые были вокруг Кёнигсберга для защиты. Разумеется, те форты, которые поближе к центру, они более сохранные. А мы сейчас на окраине города, и этот, ну, прям видно, что бомбили. Вот. Это, если коротко, что такое форт и почему этот так выглядит. Но по таким штукам надо ходить прямо очень аккуратно. Я шла вот так. И если вот секунда невнимательности, можно оказаться вот там. Да. Так, что, идем копаться дальше. Да? Идем копаться дальше. Мои немного снимают, и при этом все с телефонами. Потому что, ну, это капец. Нет. Мне просто повезло. Ты не видела дырку? Нет. Ну, конечно. Я шла и рассказывала людям, кто такой форт. Да. Что нашел? Эхо нашел. То есть вот смотрите, из входа мы с вами прошли. Боже мой, кадр, как я вижу свет. Мама, что ли, идет? Боже. Просто мама у нас такие места не любит. Все, берем с собой фонарики. И маму. Тут не страшно. Так, ну-ка, что нашла, Анют? Ну да. Так. Да. Мне показалось, что мама шла. Но вот если не светить, то вот шаг сделать, и вот так темно. Ой, а там отражение или Нет. кусочек света? Там дальше выход. По-моему, летучий мышь. Вот, смотрите, что. Где? А там внизу такой же вот этаж с водой. А летучая мышь-то где? Улетела. Они-то обожают летучих мышей, да? Да. Ну что-то просто. Смотри. Мы нашли какой-то коридор. Вот да, свети хорошо. Далеко этот выход. Что за семейная вылазка? Не. Бревно, папа.
Свет. Так, там надо затопать на бой уже. Да, Все, там уже вода. Это не кофе. Здесь уже вода, все. То есть вот там мы уже не пройдем. А жаль. Вот мы не видим, а какие-то штуки летают. тут вода. Здесь. Так, я надеюсь, летучая мышь. Это пыль. Пыль, кстати, да, может быть. Ну все, пошли те обратно. Самый интересный вход, знаете, магический какой-то коридор, явно не для людей. Ну да, Мне здесь как кажется. будто бы вагонетка Вот это вот какая-то. для чего? Да все равно там никто ничего не напишет, потому что никто не знает. Мы у чата GPT спросим, может, он нам подскажет. Но мы в этом форте испытываем такой восторг, потому что мы были в форте, который поцелее. Мы понимаем, что где быть должно. Смотри, если тут вниз, может тут что-то затаскивать. Порох или кого-нибудь. Вижу, не настолько все плохо. Так. Кстати, не загажено. Никаких... Ну, почти не загажено. Отверстие. Да, вот такую штуку я Зачем сделала. это? Непонятно. Притом там же крыша. Вот таким мне надо было. Да, так никто не против. Ты же и так это все снимаешь и не выкладываешь. Ну-ка, а туда что, не сходим? Там-то хоть видно выход. Дима Масленников на минималках. Есть тут кто? Ну нет, тут сейчас никто не выйдет. Слишком многолюдно. Эх, зря мама не пошла. Ну нет, слушай, тут относительно безопасно, если видеть дырки и кирпичи. Аккуратней в таких местах. Я очень стараюсь. Да, я понимаю масштаб бедствия. О, а эти рейки, пап, смотри, для чего? Это тоже. Ну вот, смотри, рейки. Ну вот тоже для чего? Ну, просто так же их выложили. Не чтобы сюда сувенирчик ставить. А что может быть? Деспот какой-то. Давай, да. Что ты еще нашел? Она была заложена Офигеть. на второй этаж. Смотри. Да, я вижу. Ну, может, не полезем туда? Ну, Анюта, ты полезешь по лестнице наверх? Здесь сатанисты проводили свои ритуалы. Здесь такая дверь была серьезная. Ой, тут дырка. Смотри, вон сейчас. Или ты посвети. Смотрите, какие петли под дверью. Для пыток. Видишь? Ой. Вентиляция. Может, современная, скорее. А тут вот сатанисты. Ну, слушай, без шуток очень похоже. Ритуальные. Развлекались, да? Что это за хитрость? Так, а там что у нас? Прикольно. Они абсолютно одинаково построены. Ну да, они же типовые. Форты, да? Да. Ну, конечно, ров с крокодилами. А с кем еще? Видите, место не настолько нелюдное, как вам могло показаться. Мы тут не одни бродим. Кого ты там себе нашла? Так, мы в какую-то вот такую штуку дошли. Смотрите, оно как в колодце. Здесь деревья, а деревья растут на вот на вот этой вот штуке. И мы идем куда-то дальше, там папа еще что-то нашел. Блин, там сложно снять то место. Но вот видите, ребенок у нас в восторге. Мы рады, что ребенок в восторге. Так, идем, блин. Тут реально можно что только не делать. Что ты нашел? Вот следующие две комнаты интересные. Ну, извините, туалет. Видимо, 2. Сейчас папа сказал зайти в обе комнаты. Но тут вот здесь фоткать, не перефоткать, снять, не переснять. Потому что форт, который я вам посоветую, который, ну, вообще перед тем, чтобы понять, что такое форт, это форт номер в 4 или в каком с кроликами форт?
третий, может быть. Или третий. Я, в общем, вам цифры здесь напишу. В общем, фрукт с кроликами. И там можно посмотреть в целиком, как он выглядит. А потом уже вот в такие штуки идти. Потому что сюда туристически никак не доехать, чисто на машине. Ну и понять, что вы видите, кроме того, что о, прикольная заброшка, будет сложновато. Так, мы с вами в ролике про Калининград затронем еще одну тему, которая для всех, кто сюда едет, чрезвычайно актуальна. Это всякие бьюти-услуги. Я здесь много что делала. Также у меня есть в Праге мастера, от которых я там с трудом отказываюсь. Но я вам специально снимаю в дороге, хотя спешу. Мой салон находится вот тут. Это его ключевая причина, почему я сюда хожу. Вот у меня запись на 10, я в 10:02 тут. Мы с вами вышли. Зашли мы туда в 10, мы вышли ровно в 12:30. Вот эта вся красота, в смысле прическа и ногти, блин, камеру, стоила нам 2900 в рублях. И вот, пока мы с вами говорили 15 секунд, я дошла до дома. Ой, шапка отбыталась. В общем, мы снова в Зелике. А мне понадобилось вернуться самой на поезде в город. И я забрала какую-то очень миленькую кафешечку. Сейчас вам ее покажу. Смотрите, как прикольно. Причем вот отсюда можно спокойно наблюдать приезд поезда. Мой 17:18, а сейчас 17:02. То есть я себе взяла спокойно матчу и смотрю за поездами. Сегодня у меня появилась возможность вам рассказать, почему же до Зелика все доезжают. Потому что очень удобное транспортное сообщение. Вот меня сейчас вожа под хвост дернула, что мне надо из Зелика в Калининград вернуться, и все. Поезд оказался на месте, он в течение 15 минут. И я тут вот матчу взяла и двинулась. Вон, смотрите, супер комфортабельный вокзал. Вот царское место я себе нашла, как я люблю, когда я одна, а сиденье 3. Надеюсь, тут сейчас никто не нарушит мой покой. И болеть чем-нибудь. Сама болеть чем-нибудь. Поэтому я не возьму перышко. Это мой заключительный день в этот приезд к родителям, и мы решили съездить снова в Балтийск. И случайно попали на репетицию парада ВМФ. У нас с вами сегодня последний день в эту поездку, и мои решили меня покатать. И мы приехали в Балтийск, потому что здесь есть крепость, в которую мы давно хотели попасть. И мы в нее не попали. И я вам расскажу, чтобы вы знали. Во-первых, вам надо за билетами идти. Это музей Балтийского флота. В чем прикол вообще всей этой истории? Что билеты выдают только по паспортам российским. И билеты вот здесь вот с 8-9 утра продаются. Время 12:37, экскурсия через час, билетов нет. Расскажи людям, почему мы хотели в крепость пойти. Ну как, потому что мы много где были, там еще не были. В чем прикол крепости, кроме галочки? Она действующая, по-моему, поэтому прикольно. Ну и да, и мы там не были. Я вам ставлю куда-нибудь, вот сейчас у нее уберу лицо, вот сюда вот фотографию крепости. Она очень красивая, она в виде звезды. И это до сих пор действующая военная крепость, как я сказала правильно. Ну, а больше мы о ней не знаем. Потерпев фиаско с Пилау, мы просто пошли гулять по набережной. Это одна из самых красивых набережных в области. Она, во-первых, не такая понтовая, как все остальные. Во-вторых, сейчас чуть подзаткнусь. Вы услышите, на фоне играют военные песни, и они как-то очень органичны тут. И тут вот тебе ничего не мешает быть наедине с морем. Смотрите. При этом тут довольно много людей. Вот я вам, помните, в прошлый раз показывала вот эту вот штуку, и мы были с противоположной стороны. А море тут, ну, не то чтобы бескрайнее, вот туда бескрайнее. А то, что вы видите, это Балтийская коса. Мы до нее тоже пока еще не добирались. И в нее нужно добираться в нормальную погоду и попасть в тайминг с этими, скажите мне, с паромами. То есть, чтобы туда попасть, нужно быть свободным в конкретные часы. Нужно понимать, что он тебя вернет тоже в конкретное время. Не пропустить паром, вот это вот все. Надо прям целый день выделять.
А мы обычно имеем планы или на утро, или на вечер. Стараемся ничего не ставить на день, на какие дни, но все равно, когда тебе обратно к какому-то времени, то такую авантюру поставить сложновато. Мы выбирали сегодня между несколькими активностями, и одна сходить вот сюда, в аквапарк такой небольшой с бассейном. Из того, что по фоткам, по рейтингам посмотрели, он прикольный, абсолютно недорогой, поэтому если вдруг думаете идти, не идти, я бы сходила. Пока мы шли обратно, смотрите, что у нас с вами случилось. Приплыл кораблик, где палец, вот этот. Вот эти вот двое пришли его парковать, и он был сюда носом, сейчас его повернули попой и везут вот там вот в дырку, для того, чтобы он заехал. Возможно, пока мы будем сидеть, он уже и заедет. Поэтому я настоятельно рекомендую в Балтийску приезжать в будни, потому что можно увидеть не только толпы туристов, но и какие-то рабочие процессы в самой западной точке в стране, на которой очень много всяких прикольных судов. Вот. На такой радостной ноте мы заканчиваем с вами этот около калининградский влог. В следующий раз в Калининграде я, скорее всего, буду через пару месяцев и смогу вам показать летний Калининград. Вас ожидает ролик о прохождении границы в Калининград из Европы. Я покажу, расскажу все, что я знаю. Разумеется, снимать на режимных объектах не очень полагается, но у меня есть архивные фото и видео, я вам приложу их к этому рассказу, чтобы вы, если собрались ехать в ту или иную сторону, понимали, что вас ждет, сняли какие-то стереотипные страхи, которых на самом деле не стоит бояться, и прошли эту поездку более психологически комфортно. Кроме того, вас ожидает влог из Казахстана, куда мы отправимся с мужем буквально через пару дней к его семье, поэтому я вас настоятельно прошу подписаться на этот блог, я очень стараюсь сделать для вас классный контент, и я знаю, что у меня неплохо получается. Теперь мне очень важно, чтобы этот контент увидело как можно большее количество моих единомышленников. Кроме того, все вещи, о которых я проговаривала во влоге, они уже ждут вас в телеграм-канале. Вот ссылочка на телеграм-канал, проходите, подписывайтесь, там обновления по всем видео, которые я сняла до этого и которые выйдут после этого. И на этой радостной ноте, где я вас прошу подписаться, поставить лайки и ожидать новых видео, я хочу поблагодарить вас за то, что вы эти видео смотрите, и попрощаться. До новых встреч!